Всем привет! Вы на канале Вуаля Аз, и с вами я, Ирада. Сегодня поделюсь секретом, как я готовлю потрясающе нежные, легкие и воздушные мини-пирожные Павлова с кремом шантильи. Наверняка многие из вас знают о том, что торт Безе Павлова со взбитыми сливками и свежими ягодами был назван в честь известной русской балерины Анны Павловой. Считается, что на создание такого нежного и воздушного десерта кондитер вдохновили сценические костюмы балерины. Он был настолько впечатлен ее нежными воздушными нарядами, что решил воплотить свои впечатления в нежный и воздушный десерт, который в дальнейшем стал невероятно популярным во всем мире. Сегодня я приготовлю его в честь моей дочки, которая отлично сдала зимнюю сессию и к тому же является фанаткой волшебного десерта Анна Павлова. Мне понадобятся яйца, только белки, сахарная пудра, ванильный сахар, лимонный сок, уксус, я сегодня использую 6%, топленое масло и щепотка соли. Перечень и количество всех ингредиентов оставлю под видео. Итак, белок отделяю от желтка. Я это делаю с помощью специального кухонного гаджета, но можно обойтись и без него. Только имейте в виду, что разбивая скорлупу, надо быть очень осторожными. Если заденете желток, то это яйцо уже нельзя класть в безе. Оставьте его для омлета. Белки сначала взбиваю на малых оборотах, затем, добавив лимонный сок, соль, ванильный сахар и уксус, увеличиваю скорость. После того, как яичный белок увеличится в объеме примерно в 3 раза, а сама масса станет похожа на пышное и нежное облако, постепенно, в несколько этапов, добавляю предварительно просеянную сахарную пудру. Взбиваю до получения клювиков. Сахар должен полностью раствориться, поэтому ни в коем случае не засыпайте его весь сразу. Он осядет на дно, и белки не смогут поднять сахар и растворить его. Собираю белково-яичную массу в кондитерский мешок и формирую безешки. Можно формировать гнезда, но я иду другим путем. Формирую спиралеобразные, восьмеркообразные фигурки. Предварительно нагреваю духовку до 120 градусов, затем, уменьшив температуру до 90 градусов, ставлю в нее противни с безе и выпекаю, вернее сушу их в течение 1 часа и 20 минут при температуре 90 градусов. Режим вверх-вниз без конвекции. Пока безе сушится, дверцу духовки открывать нельзя. Советую поставить на телефоне таймер или будильник для напоминания, чтобы не передержать. По окончании процесса надо чуть-чуть приоткрыть дверцу духовки и дать безе медленно остыть. Рекомендую после полного остывания одну сторону безе обработать топленым маслом. Масло не даст безе пропитаться кремом и смягчиться. Пока в духовке сушились безе, я подготовила ягоды и крем. Заправлять пирожные я буду кремом шантильи. Этот нежный крем на основе взбитых сливок и воздушные безе прекрасно дополняют друг друга. Под видео оставлю ссылку на видеорецепт крема шантильи. Также вы можете перейти на видео, нажав на подсказку, которая видна в верхнем углу экрана.
Для истинных фанатов десерта Павлова часть пирожных я делаю двойными, то есть наношу крем на одно безе, соединяю его со вторым и украшаю. Получается что-то похожее на ракушку с ягодами, а часть оставляю одинарными, и для разнообразия на некоторые из них снизу наношу тыквенно-цитрусовый джем. Можно также использовать заварной лимонный крем. Как украшать пирожные – дело фантазии каждой из вас. Я же сегодня для украшения мини-пирожных Павлова использовала свежую клубнику и черный виноград, а сверху посыпала фисташками и сахарной пудрой. Десерт Павлова любит нежные к себе отношения. И я хочу отметить несколько моментов. Продукты должны быть комнатной температуры. Многие считают, что температура продуктов не имеет значения, но я для пирожных Павлова всегда использую продукты только комнатной температуры. Это уже проверено. Следующее. Некоторые кладут 50% сахарного песка и 50% сахарной пудры. А я не рискую и использую только сахарную пудру и к тому же предварительно просеиваю ее. И, наконец, о соотношении продуктов. В среднем белок одного яйца первой категории весит 30 грамм, а сахарной пудры надо брать в 2 раза больше, то есть 60 грамм сахарной пудры на каждый яичный белок. Я сегодня использовала 4 яйца. Это примерно 120-130 грамм яичного белка. Соответственно, сахарной пудры должно быть примерно 240-250 грамм. Вуаля! Потрясающе нежные, легкие и воздушные мини-пирожные Павлова с кремом шантили и со свежими ягодами готовы. Откровенно говоря, поначалу, я бы даже сказала долгое время, десерт Павлова у меня выходил не очень удачно. Безе получалось не глянцевым и не белоснежным, иногда даже с трещинами. Однажды при подаче на стол я обнаружила, что пирожные, пропитавшись кремом, размякли и потекли. Но я продолжала экспериментировать и нашла золотую середину на каждом этапе приготовления этого десерта. И сегодня поделилась с вами всеми моими секретами. Обязательно приготовьте мини-пирожные Павлова, они изумительны. Поверьте, вам не придется экспериментировать, у вас все получится с первого же раза. Если видео оказалось полезным для вас, не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Пока-пока и до новых встреч!